Яна, привет. Привет! Что делаешь? Ой, я очень спешу. Делаю таблицу, отчет. Сегодня 30 мая, нужно очень срочно скинуть табличку, чтобы ехать на Куршскую косу. В смысле? Куда ехать? На Куршскую косу. Мы в Калининграде! Видите, интерьер другой. В общем, мы приехали в Калининград. Это не так далеко от Санкт-Петербурга, 1,5 часа лета. А то, что время еще дальше от Питера на час, минус еще 1 час, в дороге мы провели всего полчаса. И мы заказали экскурсию на Куршскую косу и в Зеленоградск. Зеленогорск или Зеленоградск. Путаю пока название, потому что есть еще и Светлогорск или Светлоградск. Разберемся, мы первый день здесь. Да. Мы первый день, поэтому еще в окончаниях городов путаемся. Калининград, он маленький, 150 километров в любую сторону и все, и он обнят границами других государств. Поэтому приехать сюда не получится из России, только прилететь. Классно. Да, классно. Все, давай быстренько заполняй отчет и побежали. Давай, все. Мне 5 минут надо. Давай. Итак, мы нашли экскурсию на Авито. Да. Что очень поразило, что мы искали машину в аренду, чтобы покататься здесь по Калининграду, но наткнулись на объявление, где молодой человек на BMW X5 предложил прокатить нас по самым интересным местам. Маршрут составляет порядка 180 километров. Поехали. Вон она, наша машинка стоит. Здравствуйте. Это микрофон. Здрасте. Привет. Будем знакомиться сейчас. Я Лена. Алексей. Я Очень Влад. приятно. Я уже понял. Очень приятно. Так, все, я сажусь. Сейчас мы движемся по Куршской косе, это ее начало. Алексей говорит о том, что мы подъезжаем к самому узкому месту Куршской косы, это всего 400 метров. Справа у нас идет Куршский залив, а слева, куда Влад сейчас повернул, там Балтийское море. Здания здесь стоят очень долго, их никогда не затапливала вот эта черепица уже больше 100 лет, поэтому безопасность на этом участке стопроцентная, несмотря на то, что всего 400 метров суши. Куршская коса – это узкая длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск до города Клайпеда в Литве. В 2000 году включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Совсем скоро будет наша первая остановка – это высота Мюллера. Что за высота, мы вам обязательно расскажем, а пока хотим поблагодарить, что смотрите нас и подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше путешествие в Калининград и Калининградскую область. Нас сейчас привезли на экологическую тропу. Мы поднимемся к высоте Мюллера на смотровую обзорную площадку. Вот, по пути нам нельзя трогать растения, тем более там их собирать, растения, грибы. Если встретим животное, не приближаться к нему. И нельзя кричать, нужно соблюдать тишину. На тропе нас ожидает 7 информационных щитов, 5 табличек и 2 интерактивные панели. Где ты это прочитал? Вот там вон справа. Ну вот, мы пошли Чё, по экологической тропе, да. Весь маршрут занимает 1900 шагов. Правее держаться, да? Воздух свежий, да? Угу. Дышится прям вообще прекрасно. Высота названа в честь лесничего Кёнигсбергского управления лесами Людвига Мюллера, изучавшего лесные породы и внедрившего новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
Начало маршрута идет по достаточно ровной тропе, по обе стороны от которой возвышаются гигантские ели, возраст которых более 100 лет. Однако вскоре идет резкий подъем вверх, оборудованный деревянной лестницей с перилами. Но если вы обратите внимание, мы ни по какой лестнице не идем. И тут полезный совет. Мы пошли не налево, а направо. Если пойдете налево, там вас встретит лестница. А если пойдете направо, будет пологий подъем, по которому вы подниметесь на высоту Мюллера, а спуститесь как раз таки по крутой лестнице. По пути к вышке вы можете остановиться и прочитать полезную информацию о данном месте. Табличка о лишайниках. Здесь 348 видов лишайников, которые встречаются на Куршской косе. Этот стенд посвящен сосне горной. Сосна горная была привезена из других регионов и посажена на косе человеком. Это означает, что сосна интродуцирована. И называется так сосна горная интродуцент. Родина этого дерева – горы Пиренеи, Альпы, Балканы и Карпаты. Тропа не сильно продолжительная, мы уже подходим к камню 19 века, установлен он в честь Мюллера. И также рядом стоит вышка. Сейчас мы на нее поднимемся и посмотрим, какой вид откроется перед нашими глазами. На стенде показывают, как образовалась Куршская коса. Образование началось не позднее 7000 лет назад. Это самая длинная песчаная пересыпь в мире. А за 10 рублей можно посмотреть в бинокль вдаль на Балтийское море и Куршскую косу. Вот мы покорили первую высоту Мюллера. Далее еще будет высота Эфа, а перед ней танцующий лес. Возвращаемся к нашему гиду Алексею. Вот она, та самая высокая лестница. Мы бы по ней поднимались, если бы пошли в начале тропы налево. Блуждать там негде, вас все равно дорожки выведут к одним и тем же местам, поэтому мы пошли вначале направо, а спустились по этой лестнице. Калининградская область славится своим янтарем. Есть даже поселок Янтарный, и мы там тоже будем. Смотрите, вот этот белый камень, который я примеряю сейчас, это тоже янтарь. Благодаря этому магазину я узнала, что существует белый янтарь. Это всего 1-2% добычи от общей массы. Он самый редкий и поэтому самый дорогой. Вот. А сейчас мы направляемся в танцующий лес. Мы находимся в национальном парке Куршская коса. Это танцующий лес. Здесь небольшое колечко, мы пройдемся по нему буквально минут 10 и увидим самое огороженное дерево, которое самое изогнутое. Его оградили, потому что туда начали лазить все девушки, которые хотели похудеть. Просто была такая легенда, что если ты пролезешь сквозь это дерево, ты похудеешь. Но никто не похудел, а дерево начали портить, поэтому его огородили. Так, еще есть одна легенда. Вообще он рассказал их штук 6. Все юморные. Все юморные. Почему деревья имеют вот такую неправильную форму, изогнутую? Девушка влюбилась в парня, и вот чтобы его покорить, она достала дудочку, начала играть на ней, и деревья начали танцевать. Вместе с парнем? Наверное. Ну давай еще одну какую-нибудь расскажи. Здесь лоцировались, по-моему, немцы, и они сбрасывали всякий мусор в почву, закапывали
Вот, и просто из-за того, что в почве чего-то хватает, чего-то не хватает, деревья закручивает. Вот здесь прям видно, так хоп, закручивается. Вот. Гуляем по парку. Тут деревья перекошенные, танцующий лес называется. Вот оно самое косое, как будто. Еще одна теория, когда растет дерево, оно еще молодое, у него же низко эти веточки, его подъедает гусеничка с южной стороны. И для того, чтобы защититься, дерево начинает разворачиваться. Поворачивать, чтобы листики оно все не объело. Хотя дерево поворачивается намного медленнее, чем кушает гусеничку. Вот, и вот поэтому оно так хоп, заворачивается, и некоторые кроны прям закрученные. Да. Пойдем. Вот это классненько. Наша там уже ветром? Да. Но нам нужно найти то самое дерево огороженное. А вон оно огорожено реально. Ага. Вот именно в это дерево пытаются пролезть. По легенде. По легенде Алексея. Девушки, которые хотят похудеть. Классно, прикольно. Классно придумали же. Раз диета не помогает, может и дерево. Дерево спасет. Да. Но некоторые говорят, застревали. Конечно. А там уже... 8, дерево пилить-то неохота. Да. Классно. А там уже сидишь и ждешь, как Винни-Пух, когда похудеешь. Вот что я нашла в интернете. Мнения ботаников о причинах возникновения в этом лесу искривления стволов сосен разнятся. Называют особенности геомагнитных полей, сильных ветров в разных направлениях, повреждения молодых сосен гусеницами бабочки побега вьюна зимующего. А что касаемо ветров, есть более развернутый ответ. Все сделано природой и руками немцев. На рубеже 19-20 веков немцы стали укреплять дюны. Естественный лес, который рос на косе раньше, был к тому времени уже вырублен. Вот немцы и стали высаживать на дюнах деревья, главным образом неприхотливые сосны. Дули ветры. Деревце засыпало песком, но оно упрямо пробивалось к солнцу. Потом ветер дул в другую сторону, и сосна поворачивалась следом. Ствол под песком деревенел. Со временем дюны становились ниже. Наверное, вы заметили, что все искривления находятся на расстоянии 1,5 метров от земли, потому что дальше дерево уже засыпать песком не могло, и оно росло свободно. Танцующий лес занимает в диаметре всего 200 метров. Следующая наша остановка – это высота Эфа. Там нам обещают то, что мы увидим самые настоящие дюны. Входная группа здесь очень цивильная. Вы проходите даже через целую ярмарку различных сувениров, где можно купить все, что хотите для себя и для друзей. И дальше дорожки тоже такие же деревянные, все очень красиво, нет никаких песчаных троп. Мы дошли до высоты Эфа. Сейчас поднимаемся на смотровую вышку, смотреть на дюны. Давай. И тут мы с Владом подумали, зачем же мы так много времени провели на высоте Мюллера? Нужно было сразу ехать сюда. Еще один полезный совет, ребята. Если все-таки вы ищете прекрасные виды с песком и морем, вам нужно сразу на 42 километр. Это и будет высота Эфа. Будет бесконечный вид на море Балтийское и песчаные тропы. Высота Эфа, она из 3 смотровых площадок. Мы дошли только до первой, потому что были ограничены по времени. Нам пообещали, что нас еще на пляже остановят, и мы будем смотреть на водичку и песочек. Вот я очень жду. И пока это самое впечатляющее, что мы видели на Курской косе. Данная высота была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена, конечно же, изучению и закреплению подвижных песков. Мы находимся в
5-10 минутах от границы с Литвой. Сейчас Алексей нас туда повезет. Следуем далее. Так как мы находимся в заповедной зоне, следует передвигаться очень аккуратно, потому что может встретиться лисичка. К нам вышла прямо на дорогу лиса. Они здесь такие уже домашние, могут попросить еду. Вот, безбоязненно выходят на дорогу. А вот и все. Наше государство заканчивается и начинается граница Литвы. Здесь мы разворачиваемся и едем на долгожданный пляж. Ну что, 3, 2, 1. Поехали. Мы были покорены мощью природы и тронуты ее красотой. Куршская коса – это уникальное место со своей богатой и впечатляющей историей. Благодарим за эти эмоции и виды. Кстати, пляж с поющим песком есть не только в Таиланде. Смотрите, здесь он тоже поет. Виды очень похожи на инстаграмное место Nordic Spa на берегу Балтийского моря. Эти кадры как раз таки оттуда. Но это не здесь. Мы обязательно туда доедем и снимем обзор. А чтобы не пропустить, подпишись и нажми на колокольчик. На этом наш выпуск про Куршскую косу закончен. Спасибо, что досмотрели до конца. В следующем выпуске мы покажем вам курортный городок Зеленоградск с его уютными улочками. До новых встреч!